Да, добрый день, это Михаил Ревакот. Смотрите, несколько слов хочу сказать о том, как проходят наши бесплатные консультации. Мы здесь все в таком полубоевом режиме, ситуация сложная, поэтому 24 часа в неделю, 7 дней в неделю, 24 часа в день, 7 дней в неделю консультирую людей с 6 утра там, до 10 вечера. Смотрите, я сразу хотел бы попросить учесть несколько вещей, которые очень важны для того, чтобы консультации проходили эффективно и полезно для всех. Есть области, в которых мы лучше, и мы этого не стесняемся, открыто об этом говорим. Есть сферы, в которых мы ничего не знаем, и опять же не стесняемся, открыто об этом говорим. Поэтому бессмысленно к нам приходить за целым рядом вопросов. Мы вежливо, но настойчиво всегда будем объяснять, что мы ничем здесь не можем помочь, и не возьмемся консультировать в той сфере, в которой мы ничего не понимаем. Поэтому давайте разделим. Первое, в чем мы разбираемся? Мы разбираемся во всех типах предпринимательских виз, в том числе стартап-визы для инновационных компаний, для инновационных проектов, любого уровня, от уровня идеи до уровня уже выручки оборотов. Мы хорошо разбираемся во всем, что касается Европейского Союза, применительно к этим визам, Америки, Канады, Израиля, Австралии, Новой Зеландии и даже Японии и Сингапура. Значит, но в основном, конечно, это любимая нами Европа, Европейский Союз в этом плане, самые они активные. Значит, первое. Второе, что касается Европейского Союза и того, чем мы занимаемся, помимо стартап-виз инновационных предприятий, инновационных компаний, мы занимаемся получением ВНЖ через открытие компании. В ряде стран это работает. Конечно, инновационные проекты получают гораздо сейчас большую поддержку со всеми вытекающими отсюда последствиями и быстрее, да, потому что с какой скоростью дают стартап-визы, не работает сейчас ни один миграционный механизм. И при этом есть большая гибкость с точки зрения того, где, когда и как получать эти документы. С точки зрения получения бейджа через компанию, открытие компании, количество возможностей ограничено, количество стран, которые в этом плане работают, ограничено и так далее. Значит, к нам можно приходить как тем, кто внутри Европы, так и тем, кто находится за пределами Европейского Союза. Мы понимаем, что сейчас огромное количество людей по Шенгену просто рвануло и как-то пересекло границу, находится в Европе и не понимает сейчас совершенно точно, как двигаться дальше, как легализовываться. Мы также понимаем, что огромное количество людей рвануло в другую сторону, там, в Казахстан, в Турцию, в Армению, в Грузию, в Узбекистан, Киргизстан, во многие страны, о которых мы раньше даже не слышали. И сейчас как-то окапываются там. Со всеми этими категориями людей мы работаем. Также с теми, конечно же, кто остался в России и продолжает из России решать эту задачу. Для всех этих людей есть решения, которые позволяют получить вид на жительство Европы, вид на жительство Канады, США, Латинской Америки, Австралии, Новой Зеландии. Просто так получается, что европейский ВНЖ сейчас получить намного быстрее, чем канадский, американский, новозеландский или австралийский. Поэтому в первую очередь мы работаем сейчас с европейским видом на жительство, но мы точно так же занимаемся очень много Австралией, Новой Зеландией, Канадой, Америкой и Аргентиной сейчас в частности. Значит, там это все работает. Два основных решения, по которым совершенно точно к нам можно прийти проконсультироваться, это как получить ВНЖ внутри Европы, если вы заехали по Шенгену, без выезда из ЕС или без возвращения в Россию, что, наверное, сейчас самое важное. И второе, как получить европейский ВНЖ, если вы находитесь в какой-то стране, куда вы уехали по безвизу или каким-то еще образом, сделали или делаете там вид на жительство, или хотели бы, чтобы вам помогли сделать вид на жительство, потому что важно понимать, что для того, чтобы осуществлять многие визовые процедуры, получать стартап-визу, получать Шенген, например, если он нужен для въезда, для получения стартап-визы, нужно не просто находиться там по безвизу в этой стране, не знаю, в Турции, в Армении, в Казахстане. Нужно находиться там по виду на жительство этой страны. И очень часто, по крайней мере, французы это сейчас требуют все больше и больше, и этот вид на жительство должен быть не моложе, чем 6 месяцев. Поэтому какое-то время в этой стране придется пожить. Каким темам мы будем бесполезны, к нам бессмысленно приходить? Нам бессмысленно приходить с запросом «я зубной врач, как мне найти работу?» «Я врач, как мне подтвердить диплом?» «Я по беженству там, хочу получить убежище». Там, по политическим мотивам хочу получить убежище, простите, с утра очень много уже всего успели наговорить. Значит, все, что касается студенческих виз, мы с этим можем помочь, можем отправить к нашим партнерам, но сами мы этим не занимаемся. Мы работаем с предпринимателями, инвесторами и
мы работаем, вот зачем нам точно совершенно нужно приходить, это профессионалы в сфере создания цифровых продуктов. Значит, программа Global Talent Великобритании, прекраснейший пример, O1 Visa США, паспорт талант Франции, но сейчас очень плохо идет работа с выдающимися людьми, там, с людьми с достижениями в области культуры и искусства. Если у вас нет какого-то письма из Лувра или Британского музея, это сейчас очень сложно, по крайней мере, по нашему опыту. Поэтому мы работаем в основном с цифровыми предпринимателями, с программистами, с дизайнерами, то есть теми, кто участвовал в создании тех или иных успешных цифровых продуктов. Вот с этими категориями мы работаем очень успешно, с очень хорошими результатами, достаточно системно и эффективно. Значит, потому что мы понимаем все тонкости, нюансы, подводные камни, ниточки, за которые надо дергать. Спасибо большое вам за то, что вы приходите к нам на наши консультации. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы наиболее системные вопросы превращать вот в видеоформат и записывать видеоконтент, чтобы вы могли посмотреть тысячи людей, а не только там те десятки людей, которыми можем пообщаться лично. Все-таки наш временной ресурс тоже ограничен. Мы выросли очень сильно как команда на этом кризисе, к сожалению. Хотелось бы растить бизнес по-другому, в других условиях. Но вот для того, чтобы отвечать на все эти запросы, у нас сейчас порядка там 50 человек. И около 12 из них, они полностью выделены на онлайн-консультации. Поэтому у нас работает полноценная горячая линия для предпринимателей, которые могут приходить, задавать свои вопросы, что делать с командой, что делать с семьей, что делать с активами, что делать с деньгами, как это все переводить, куда, где открывать счета и так далее. Единственное, что мы не занимаемся открытием счетов, потому что просто, да, или открытием компании, потому что это бессмысленно. Пока у вас нет европейского ВНЖ, вы находитесь под санкциями, и никакой даже второй паспорт вас от них не спасет, вы просто не сможете пользоваться никакими банковскими системами, осуществлять никакие расчеты в евро, в долларах, не подключать, не работать ни через какой аквайринг-систему. Все. Вот если нет европейского ВНЖ, это все сейчас невозможно. Поэтому мы всегда начинаем любую работу по выстраиванию инфраструктуры в новой стране с получения вида на жительство. Вот об этом мы можем много и детально рассказать. Приходите, пожалуйста, консультации бесплатные. Проводим их в рабочие дни, иногда по выходным. Записываться вот под этим видео. У нас в шапке в Telegram-канале все контакты. Телефон есть WhatsApp, куда можно писать, Telegram, контакт, куда можно писать. Там у нас сидят несколько коллег, которые на распределении всех запросов и выбирают, соответственно, они того эксперта, кто лучше ответит на ваш вопрос. Поэтому просим все-таки максимально подробно описывать ваш запрос, что именно нужно помочь сделать, с чем именно разобраться, какая информация нужна, какой результат вам нужен. Ждем вас на наших бесплатных консультациях. Приходите, будем помогать. Спасибо.